Вы все еще пишете правду в Беларуси, тогда мы идем к вам, ваш КГБ. Эти слова – горькая ирония честных журналистов о продолжающейся войне режима с независимыми медиа. После того, как вчера мы сообщили о новой атаке на СМИ, когда под ударом оказались «Наша Нива», «Интэкспресс», «Брестская газета», список стал расти в геометрической прогрессии. Уже сегодня его дополнили портал «Перший регион», «Бобруйский Бобр-Бай» и «Белсат». Более 30 журналистов были задержаны. В их домах прошли обыски, некоторых из них доставили на допросы в КГБ. Сами чекисты уже успели высказаться о происходящем. По словам заместителя начальника Следственного управления Комитета госбезопасности Константина Бычика, в Беларуси ведутся масштабные мероприятия по зачистке от радикально настроенных лиц. Отметим, что термин «зачистка» стал широко использоваться после чеченских кампаний, когда в ходе операций российских военных отмечались многочисленные случаи избиений, пыток, казней без суда и исчезновений задержанных. К слову, еще одна общая черта режима Лукашенко с Чечней, но уже наших дней. Это покаянное видео с пленниками. Кадыров начал практиковать этот формат задолго до того, как красавцы нелегитимного сделали его мейнстримом. Еще одним намеком на то, что в Беларуси идет полноценная военная спецоперация против гражданского населения, стали слова Бычика о том, что каналы и чаты, которые чекисты с таким энтузиазмом зачищают, вербуют потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма. Причем здесь честные журналисты. Контора об этом молчит, но нетрудно догадаться, что в наши дни правдивая информация – это самый страшный враг конвульсирующего режима. Еще одного деятеля культуры отправили за решетку. Речь идет о политзаключенном Даниле Гончарове. Суд Центрального района Минска осудил художника по 2 классическим статьям: организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и соучастие в преступлении. По словам обвинения, Данила участвовал в воскресных маршах, где выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши, чем долгое время нарушал спокойствие граждан, а также высылал в признанный экстремистским телеграм-канал «Нехта» и «Нехта Лайф» информацию о перемещении силовиков. Обвиняемый от показаний отказался, свою вину не признал, аргументировав это наличием многочисленных ошибок в деле, что, цитата, является неуважением к человеку. Однако отсутствие каких-либо доказательств не помешало известному штамповщику политических дел судье Дмитрию Курсюку приговорить мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Важно отметить, что Данила Гончаров ранее работал художником по свету в Новом драматическом театре, но после августовских событий поддержал забастовку, за что впоследствии был уволен. В описании к этому видео мы оставим адрес, куда вы можете отправить письмо, чтобы поддержать Данилу. На вопрос, чей Крым, у Министерства образования Беларуси есть свой крайне неочевидный ответ. Как стало известно из сообщения телеграм-канала ведомства, оно признает аннексированный полуостров территории Российской Федерации. Вероятно, географы ведомства успели пропить глобус и забыли, что совсем недавно официальный Минск придерживался нейтралитета по крымскому вопросу. Либо этот вопрос уже успели согласовать в верхах, и объявление позиции нелегитимного о признании Крыма российским – дело считанных дней. Впрочем, ничего удивительного, кремлевский хозяин требует исполнения сочинских обязательств, а халуйствующему диктатору крыть нечем, ведь без протекции Путина ему не удастся удерживать власть даже привычным насильственным образом. Вместе с тем, заняв маргинальную позицию в крымском вопросе, Лукашенко окончательно разрывает отношения с Украиной, где уже ведется проверка в рамках уголовного дела о признании его пособником террористов самоназванной Луганской Народной Республики. Что ж, 2 юродивых диктатора-изгоя пока считают, что у них все в порядке. К счастью, весь цивилизованный мир знает, что это не так. На территории Минского автомобильного завода произошло вчера возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание произошло внутри склада с маслом. Пожар быстро удалось потушить, обошлось без жертв. Важно отметить, что в последнее время МАЗ терпит одни неприятности. Сначала от покупки автобусов белорусского производства отказался украинский Львов, после Николаев, ну а самое страшное – это 4-й пакет санкций ЕС, куда попал в том числе и МАЗ. И без того переполненные склады предприятия трещали по швам, а тут такой экономический удар. Предприятие вот уже несколько лет входит в список самых убыточных, зато теперь идеологи смогут свалить все грехи крепкого хозяйственника на Евросоюз и продолжить кошмарить рабочих угрозами за высказывание своей гражданской позиции, выдавая вместо премий и надбавок билеты на концерт «Солодухи».
Праздновать не стану, потому что половина из тех, кого хотел бы пригласить, в тюрьме. Такие слова написал Владимир Никляев на своей странице в Фейсбуке. Сегодня известный белорусский поэт и политик отмечает 75-летний юбилей, который он мечтал бы провести у стен Кревского замка, где прошло его детство. В этом особенном для него месте поэт хотел бы сыграть спектакль по недавно написанной им поэме «Ягайла», запрещенной режимом Лукашенко. Однако, несмотря на совсем не праздничные события, литератор все же сумел отметить эту веху своей жизни, закончив новый роман «Гей Бен Гибон». Отметим, что жизнь Владимира Прокофьевича полна не только творческими достижениями, но и борьбой за свободу своей родины. В 2010 году он основал гражданскую кампанию «Говори правду» и принял участие в так называемых президентских выборах. Итогом политической пробы пера стало жестокое избиение, арест камер-американки и статус узника совести. После освобождения Никляев продолжил совмещать творчество и политику. Он блестяще трансформирует жестокую реальность Беларуси под оккупационным режимом в острую и актуальную поэзию. На одной из стихотворений Владимира Прокофьевича, написанное после событий площади 2010 года, замечательные белорусские музыканты из группы «Нака», РСП, «Дютюки», «Петля пристрастия» и «Ростани» вместе записали проникновенную песню, которая стала одним из гимнов августовских протестов. Никляев поделился с читателями этим стихотворением ровно год назад, когда Лукашенко заявил, что готов расстреливать людей. Искренние и колкие слова поэта актуальны по сей день. Команда «Маланки» сердечно поздравляет Владимира Прокофьевича с юбилеем, а нашим зрителям мы предлагаем послушать отрывок песни на его стихи. С полной версией композиции вы можете ознакомиться по ссылке в описании к этому видео. Вам, кто целуется с мразью в засос, в царских дворцах ли, в палатах ли князях, стать человеком не удалось, но удалось человеческой мразью. Я же прощаюсь с вами до завтра в прямом эфире. Берегите себя и живи Беларусь!